Привет! Складные смартфоны — это все еще новый вид устройств, который сочетает в себе функциональность и смартфона, и планшета. Этот ролик будет особенно интересен людям, таким как я, людям, которые размышляли, пора ли уже переходить на складные смартфоны и как сделать это наиболее выгодно. Гость нашего сегодняшнего обзора подходит по всем параметрам сомневающихся, особенно касательно цены. Технопhantom V Fold — самый недорогой складной флагман, который вы, скорее всего, захотите купить, как и я, впрочем. Это не подробный обзор на конкретный смартфон, это скорее мои эмоции от использования складного смартфона в жизни. Уверен, ролик будет полезным. Давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал. Поехали! Быстренько покажу комплект поставки. Да, это универсальное устройство, это основной фактор, который сподвигнет выбрать данный формат каждого сомневающегося в покупке. Когда вы используете подобный чудо-смартфон, который может раскладываться, вы получаете большой экран для контента, что делает его удобнее для просмотра фильмов, ютуба, чтения книг, чтения телеграмма, серфинга по сайтам или просмотра изображений. Когда вы закрываете его, он превращается в устройство, которое, конечно, толще обычного смартфона, но все же легко помещается в карман или сумку. Внутренний почти квадратный дисплей, гибкий, LTPO AMOLED с диагональю 7,85 дюйма и разрешением 2000 на 2296 пикселей, 120 Гц. Дополнительный дисплей, он же внешний, тоже AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080 на 2550, тоже 120 Гц. Phantom V Fold также наталкивает на мысль о нецелесообразности владения двумя различными устройствами – смартфоном и планшетом. Это отчасти уменьшает затраты на покупку. Если, конечно, раньше вы покупали флагманские топовые смартфоны и планшет, то вот вам универсальное устройство. Смартфон работает на 8-ядерном Dimensity 9000+, графика Mali G710, объем оперативной памяти 12 ГБ, хранилище 256 или 512 ГБ UFS 3.1. Карту памяти в смартфон установить нельзя, устройство подходит и для работы, и для требовательных игр. Еще одним отличительным плюсом складного смартфона является то, что он позволяет выполнять множество задач одновременно, благодаря большому экрану и разделению экрана на зоны. Например, вы можете открыть два приложения на одном экране и работать с ними в тандеме. Это делает использование устройства более удобным и эффективным. Phantom V Fold компактнее и легче весом, если рассматривать его с точки зрения планшета, что делает его удобным для переноски, а тонкие рамки вокруг дисплея несравнимы ни с одним планшетом в целом. Единственное, что непривычно, это пропорции внутреннего экрана. Смартфон оснащен набором из 3 полноценных тыльных камер, основной, широкоугольной и даже длиннофокусной с оптическим зумом, но стабилизатора нет ни у одного из них. Складной смартфон имеет поистине инновационный дизайн, что делает его привлекательным для тех, кто ищет устройство, которое отличается от обычных смартфонов, которые порядком уже поднадоели. С помощью этого смартфона вы точно сможете обратить на себя внимание, гарантирую. Использование складного смартфона предоставляет уникальный опыт, который не сравним с обычным смартфоном или планшетом. Подобное устройство привлекательно для тех, кто ищет что-то новое и интересное в мире технологий, в частности для таких как я. Однако перед покупкой складного смартфона стоит учитывать некоторые факторы, такие как его цена, хотя цена на данный смартфон ниже других на рынке. Еще нужно обратить внимание на толщину, вес, производительность, камеру, батарею и другие технические характеристики. Подходят ли они конкретно вам? Кроме того, вы можете посмотреть другие обзоры на Technophantom V Fold, где рассказаны характеристики подробно. Сегодня я вам рассказал больше про свои эмоции и показал работу смартфона вживую. Он предлагает больше экранного пространства, удобство использования, мультизадачность и инновационный дизайн. Благодаря этим преимуществам Technophantom V Fold может стать отличным выбором для многих пользователей, которые ищут устройство, которое сочетает в себе лучшие качества и смартфона, и планшета в одном устройстве. Напишите, как вы относитесь к складным устройствам, собираетесь ли переходить на подобные гаджеты. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока!